Всем привет! Буквально пару выпусков назад к нам обратилась женщина-пенсионер, которую обманули на распродаже одежды. Ей продали китайскую куртку стоимостью 2000 рублей за 28, под видом итальянской из натуральной кожи. Это будет очень интересный ролик, так что рекомендую вам смотреть его до конца и без перемотки. Приятного просмотра! Все сказанное в видео субъективное мнение автора, а все персонажи голливудские актеры. Мы отправили пострадавшую женщину на разведку в этот магазин, и вы сейчас услышите, как они преподносят свой товар. А что здесь скупают вообще-то? Здесь ничего не скупают, здесь А сейчас написано куртки продают. скупка. Не сняли вывеску еще. Это куртки продаются. Сегодня распродажа последний день. Это летние штучки, да? Это летний, вот там южнокорейская барка. Ну, Там там- есть итальянские. Если вам интересно, Ну, это можете вообще-то зайти не посмотреть. настоящая кошка. Почему не настоящий? Мы работаем только с И сколько она стоит? Вы подойдите к продавцу, он вам лучше подскажет, я остановлю. Здрасте. Я так и думал, слушай, Здрасте. Здрасте. Как твои дела? Здрасте. Здрасте. Так вы покупатель, да, получается? А, знаю. грузчик. Мы же вызывали грузчиков, точно. Здравствуйте, Анатолий Андреевич. Есть документы у вас какие-то на товар? Что скажешь? Короче, сейчас смотри, сейчас не дешево. Оставайся и Что, бабушку обманули? Ни в коем случае. А чем вы тут занимаетесь? Мы гуляем. А почему цены такие большие? Вот расскажите человеку, интересно. Молчат. Я думаю, надо полицию вызывать. А? Я думаю, полицию будем вызывать. Ну, куртки на самом деле стоят 60 тысяч. А я не знаю, я не продавец. Это вот лучше у них уточните. Ну там написано. 60? Нет, вот на ценнике написано. Какая цена или нет? Какая же цена? Можно лечить, плевать, ведь нас Вызываем, дети А? Вызываем полицию. Мы при этой их не лучше, чем Ну мы. что, найдем. Главный по этой точке побежал арендовывать каршеринг, а другие начали резко собирать вещи для эвакуации. Они включили музыку на всю громкость и специально поставили колонку ближе к пенсионеру. На наши просьбы отключить они не реагировали, и мы решили отключить музыку во избежание ухудшения ее здоровья. Вы собираетесь, что ли? Ни в коем случае. Я же покупаю. Покупаете? Конечно. Вы покупаете? Да, я же оптовик. Я весь этот магазин покупаю сейчас. Они снова включили музыку на полную громкость и специально подносили колонку ближе к нам и к пенсионеру, так как это оскорбительное приставание к гражданам, вероятнее всего с целью истязания. В состоянии крайней необходимости мы решили пресечь это действие и попросили покинуть помещение с колонкой. Ты бабушку зачем нервируешь? Выйди отсюда с колонки. Тысяча меня доминает, после меня будет. Тысяча меняет, тысяча Выйди, ты бабушку нервируешь. Зачем меня трогаешь? Ты бабушку нервируешь. и снова в дребезги. Выходи отсюда с колонки. Выходи. Закрывай. Да бей. Теперь стоит на улице. Бабушке деньги не хотите вернуть? Я даже человека это первый раз. Вот я достану вам куртку, верните мне деньги. Не хотите бабушке деньги? Стой, ну постой здесь. Все, я здесь стану. Или возвращайте деньги, или потеряйте больше. Можешь вызвать полицию, обратишься. Да. Что сказал? Че у тебя ручки-то затряслись? Вот там постой с колонкой, понял? Постой с колонкой. А вы что, бабушку заперли, а? В смысле заперли? Это А она... вы мне деньги верните. А как мы вернем? Потому что вы меня обманули. Я вам привезла куртку такую же. Давайте, фотографируйте. Я тоже буду фотографировать. Сейчас вот по 15 тысяч, а тогда вы
С меня содрали 30 тысяч. Возвращайте деньги или хуже будет. Ну, сходи на такие. Вот, руку осторожно, у меня пластина стоит. Ну что, не надо лезть. Не надо лезть. Не лезь к бабушке, зачем такие бабушки не лезут? Сходи к Вот тот, бабушке. который в очках, я Бабушке его вообще не надо помню. подходить. Он ко Это мне тоже всё, подходил. Мы полицию ждем, куда? Не надо ничего Ну, а что, я открывать. не... Я на Ну, воздух постой надо, у здесь. меня типа здоровьем проблема. Ну, это твои проблемы, позвони все. в скорую. Мне еще бабушка обманывает. Фотографируйте, Так я никого не фотографируйте. обманываю. Обманываешь ты бабушку, что ты здесь делаешь? Да кого я обманул? Вот бабушку обманул, что ты здесь делаешь? С здоровьем у нее проблемы, не надо здесь на здоровье говорить. А у бабушки нет проблем со здоровьем? 85 лет человеку. Я эти деньги Стой там, копила. тебе сказано, смирно, понял? Мне кажется, Стой смирно, говорю, там. воздействовали на меня этим, как ее... Все, ну не разговаривайте, ждем Вот полицию. этот парень, всё. который в очках, он ко мне подходил. Да. И Чтобы он я убежал пом- сразу. Чтобы его бабушке померила. Так она закрыта, у нас ключа нет. У нас ключа нет. Стой, не рыпайся. Родителей не стыдно своих позорить, а? Родители бы лучше подумали, не стыдно родителей? Ну и что фотографируешь? Интересно, он сейчас полиция... Ты же хотел музыку послушать, постой. А здесь далеко полиция, нет? А чего у тебя ручки-то трясутся? А? Ну, по идее, недалеко, ждем сейчас. Зачем людей обманывать? Ну, Никого действительно. не обманываю. А чем вы занимаетесь тут? Работаем просто. Где работаете? Вот На такая- продаже курток? Вот такая куртка Все, у давай, не меня. компостируем. Ну, блин, вы же обманываете людей. Вот человек пострадавший, почему вы деньги не возвращаете? Держите. Да, платит, Вот вот, выпустите его, он вернет. Он ничего не вернет. Он не хочет ничего возвращать. Почему другие Вы его убежали? на улице, Вот я не его знаю, не кто пускайте, знает. Почему Вот другие такую же убежали? куртку я покажу. Покажите, дай ему куртку. Пойдем посмотрим с тобой, чтобы ты не думал. Так что нет. тут Другой постою. магазин. А? Нет, тут постою. Хорошо, стой здесь. Она заперта снаружи, ты закрыл нас на ключ. Вот ваш пакетик. А, мы теперь Молодые выбраться не люди. можем, как бы. вот Зачем ваша ты нас куртка. запер? Вот ваша Давай я помогу тебе куртка. выбраться. И это, Ты себе потом поможешь. не альпака. И- Чего окна бьешь, дурак? Что? Кто? Почему? Тебе обидно, что ты с колонкой на улице остался? Обидно, что ты с колонкой на улице остался? Ты же хотел музыку послушать, послушай. наверное, музыка, она действует. Вот тот парень Почему не прав? в очках, а я его узнала. Какую вещь? Вот твоя вещь у тебя в руках. Все, постой на улице, послушай музыку. А? Ну и что? Полицию вызови срочно. Если ты прав, вызови полицию, ты же прав. Совести у вас, наверное, нет. Вы же молодые, как вы жизнь начинаете с чего? Ну, улыбайся. Вы знаете, даром это не проходит в жизни. Еще будут такие последствия. Я вот этого узнала, и тот в очках, который ко мне подходил. Вот этот или который на улице? Нет, стоит? не этот, а вот другой, М. который ушел. Кто тебе мешает? Да вот стоит за мной. Так он нас запер снаружи, твой друг. Он, Нет, вот, он сказал, я подсними, хочу послушать подсними, музыку. он стоит, Ну, рукой держит. давай. Где он держит? Так Вот. там ключ, видишь? Где ключ? С другой Ну стороны. вот давай я открою Так его. я не... Как? Там ключа нет. Он ушел, твой друг, у нас запер. Кассы нету. Деньги так, в наличные, без всего. Ни гарантии, ни еще. Еще у меня и денег-то не было, да? А чек выписать? Нет, человек не дали. Нет, а карта была, карту не брали. Доктор рядом с Сберкасса мне Сберкасса пошли, я сняла из Сберкассы и отдала. Вместе с ними? Да. Нет, девушка была, девушка. Ну, она- с девушкой. Да, Тоже она с со мной магазина. пошла. Да. Я бы ее узнала бы. Съемка запрещена вот. Ну ладно. Вообще-то съемка запрещена, частная территория. Какой-то странный, да, персонаж? Хотел выйти и теперь стоит Своей на бы камеру матери- снимает. О своей бы матери подумали бы, каково ей. Говорили из натуральной шерсти, натуральный мех. Да это не натурально. Это, Конечно. это шерсть не натуральная, это кожа не натуральная. Вот, это хорошая выделка просто, да. Не какой-то не альпака. И стоит она 3000, но от силы 5. Ну да. Можешь сказать, я комер. Нет. А? Просто мне продавцы Может, сказали, им казалось, это мех, мы говорили, эко-мех. Нет, никто не говорил это мех. но они 60 Сказали тысяч. то, что это ортопедическая, медицинская, с корсетом из верблюжьей шерсти альпака. Вот так вот Я сказали. такого не знаю, слушайте. Тот молодой человек, который ко мне подошел вот в очках, Мгм. попросил бабушке,
что бабушка сейчас где-то бабушка в Петербурге, да, она приедет, она Да, такой, в командировке в Питере. да, такая же, как и я, вот, и надо же вот мысль, так мило, хорошо это разговаривал, и при мне, значит, Постоишь? Ну, куда? завернула продавщица, он пошел, а я еще думаю, а почему она пошла его провожать, и когда он деньги ей отдавал? Я же не видела, чтобы он деньги ей отдавал. Опять это самое, как-то не очень обратила внимание. Ну, почему они все ушли? Почему они тебя бросили? Она тебя спасать не будет? Так я их не знаю, наверное, сказал это. Рано или поздно, вы знаете, зло всегда наказуемо. Она вернется вам. Как у вас начнется несчастье, вспомните, сколько вы людей обманули. Откройте Библию и почитайте. Так, ладно, я обманул кого-то. Да. А где ты работаешь? Я нигде не работаю. Ну не обманывай, зачем ты врешь нагло? Так я Ты же стою. знаешь, где ты работаешь. Вспомните, последствия будут плохие, молодой человек. Потом вспомните меня. Да ему все равно последствия. Ему легких денег заработать и все. А? Ему легких денег заработать и все. А как тебе не дают выйти? Почему твой друг вышел, все остальные убежали, а ты остался? Как Я тебе не говорю, дали ты выйти? сними, он стоит, замок где. Он стоит, он в очереди. Его также заперли, как и тебя. Нас закрыли здесь. Всё Не в открывай, там личинка сломана, все. Хозяину звоните. Звони Приезжай. Леониду. Пусть приезжает, деньги возвращает бабушке. А вы что делаете? А вы грабите старых людей. Хотя бы об этом подумали. Так я просто гулял. Я же Да не сказал. гуляли вы, здесь были, гуляли и зашли, и все Меня разбежались. заперли. Хорошо, если ты гулял, зачем ты помогал собирать куртки? Да. Я гулял. Что ты ответишь на Какое это? Да, Давай. отношение? это знакомый Ты мой. говорит, хотел украсть Ну, их, да? как его зовут, знакомого вашего? Кто? Вот этот, Знакомый, который хорошо, скрылся? все. Значит, уже будем выяснять личность. Товарищ знакомый. Знакомый, да? Да. Ага. А как его зовут? Ну, просто. А он, получается, владелец. Знакомый, а этого имя не знаете, да? Я не знаю, кого владелец. А как он это что-то может быть знакомый. знакомый, а имя не знать? Ну Он что кем- вы он сами кем является? подумайте. Я думаю, знаете, как из него можно информацию получить? А? Телефон есть такая штука. Да, Подключают телефон и крутят. И все, и сразу все скажут. На кого работает, где. Да. Это сейчас они Нет, смеются, а потом они знакомый, будут А имя плакать. знакомым не знают, а? Они-то нам нужны. Вот это вот пришел. Да, пусть заходит. Ну ладно. Вот и все. Все, ты заходи. И приплыли. Все, пойдем. Иди сюда, Влад. Иди сюда, Влад. А не хотите бабушке деньги вернуть? Как за что? За то, что вы Вот обманули. ваша куртка, и вы с меня содрали деньги. Вы здесь у нас покупали? Что вы обманываете? Почему? А где я взяла-то? Не здесь она покупала, Я в в другом другом месте. месте У тебя покупала. лично. Вы же не уйдете отсюда, какая разница? Кто вас выпустит? Бог. Думаешь? Ты в него веришь? Да. В кого? Не веришь в Бога? В кого именно веришь? В Иисуса. Ты не помнишь уже человека, которого ты обманул? Я-то его помню. Вспомнила. Еще девушка была. Если бы она здесь была бы, я бы ее вспомнила. Ну пойдемте там стоять ждать полицию. Пусть хотят собираются, они все равно не выйдут отсюда. Ну ладно. Что вы делаете? Что вы делаете? Делай вопреки, делай Чувак, давай. буду перед голосом. Не-не-не. No. Бро, я купить хочу. Я хочу купить. Почему, Влад? Я Закрыты. хочу купить. Закрыты мы все. Я купить хочу. Что? Как же вы за эти куртки боретесь? Вам самим не смешно? Бля, смотри, какой вам... Вам самим не смешно? Ну реально. Бля, подать на самом деле. Вам самим не смешно? Могу дать камеру поснимать? Хочешь? Нет. Да это жесть, что вы творите? Ты хоть снял, что вы делаете? Я не знаю. Ужас какой-то. Все, отойди. Давай так, считаем до 3 и все.
уводишь просто по-хорошему. Раз. Два. Три. Раз, мы тебя убираем. Три, все. Открой. Не надо, ну давай, ты зачем? Ну зачем? ты, вот куда ты лезешь, скажи? Ну потому что так надо, на самом деле. Ну ты куда лезешь, скажи, ну зачем? Ну стоишь нормально, стой. Они хотят сбежать, понимаешь, ты им помогаешь. Они на моего товарища напали. По-моему, ваш товарищ на них напал вообще по полной программе. Как он напал? Да стоит что-то. Ой, бедолага. Еще раз? Ну, он повезло то, что полиция очень долго едет. Это очень странно. Зачем вы этим занимаетесь? Вы дураки, Да я что не ли? знаю, что Отдали чем бы бабушке деньги и все. Ты-то куда лезешь? Да куда я лезу? Мы же с вами не драться приходим. Да я тоже понимаю, но ты приходишь такой, Ну я же тебя заваливаешься руками не своей камерой. трогал, правильно? Так ты дай мне выйти на улицу. Ну и зачем тебе выходить? Ты сейчас откроешь им двери, все, мне Так, придется тебя видишь, отталкивать. Ну видишь, вот Вы же вот сбежать ты хотите. Сейчас сам говоришь, что мне выйти не даешь. Я даю тебе выйти. Ну давай я выйду. Ты мне палец, посмотри, как потянул. Все, видишь, у меня кровь. Ой, извини, пожалуйста. Все, я не могу теперь отпустить. Ну, короче, ребят, вот так вот приходится стоять, такой вот беспредел. Самое обидное, что вот молодые ребята по соседнему, так скажем, заведению просто не могут помочь. Как бы, конечно, сейчас многие скажут, возьми перцовку, залей их, но потом отвлекнет он от перцовки и все, и мне потом расхлебывать это, правильно? А выйти-то как-то можно? Ну, я не знаю. Я сам пытаюсь, у меня не получается. Давайте, может, помогу как-то. У меня палец недееспособен, у меня застрял палец, я сейчас Ну, скоро... давай я У тебе меня- помогу. Не надо мне, у меня палец Да больной, зачем? тащу, что Не ли? надо, Ты не-не-не. в самом деле, Ну, у меня же палец болит, зачем? Застрял ты, елки-палки. У меня палец болит, зачем тебе это делать? Застрял палец, вы мне его сломали, возможно. А может и нет, я не знаю. Вернули бы деньги и все. Вы что, как цирк устраиваете? Вон бабушка. Вы всем говорите, что возвращайте деньги. Почему вы не возвращаете? Здрасте. Мы вас вызывали? Я не к вам. Проходите. А кому вы? Где мой друг? Какой ваш друг? Что здесь? Телефона уже нет? Нам нужны сотрудники полиции. Я так понимаю, вы из полиции? Значит, приеду. Навряд ли полиция тоже что-то сделала. Они по всей Москве. Вызови скорую хоть, кстати. Хотя вот здесь травма. Мне сложно было и деньги вернуть. Зачем вы цирк устраиваете? В смысле, вы разве приезжаете, чтобы мы вернули деньги? А для чего пришли? Я Сказали. не отказываюсь. Отказываешься, ты начал уходить. знаешь, Начали вещи Вы мне хоть собирать. успели сказать, Она- что Так ты убежал, а другие твои начали собираться. Анатолий, Да. я наркоманка, в молодости наркоманка Это кто была, сказал? и вы рекламируете наркоманию. Вот молодой человек. Что за бред ты несешь? Зачем? Я здесь говорил наркоманию, Ну, как я не говорил говорил? лудоманию. У меня телефон сейчас достану и Ничего записываю. себе как. А при чем здесь бабушка, интересно? А я Спасибо, при чем что здесь? спрашиваете. Вы меня видели? Я говорю, что... Я в жизни никогда не была. Я говорю, наверное. Я не сказал, я наверное, сказал, не наверное. надо. Что это за полицейский? ушел? Да, он туда пошел. Кто это? Позови его, скажи заявление, примите срочно нападение. А куда он ушел-то? А в чем сложность бабушке деньги вернуть? Объясни. Еще раз, я разве отказывался выбросить деньги? Да. Продемонстрируй мне это на своей видеофиксации. Ваши товарищи Продемонстрируй. отказались. Нет, ну хорошо, Куда он ты со мной сейчас делся? видео Надо его сделал? фамилию, Продемонстрируй. это, и в прокуратуру. Хорошо, Да, сейчас ты готов вернуть пострадавшему человеку деньги? Готов. Сколько денег у вас? За сколько вы купили? 28. 28 тысяч рублей. Пожалуйста. Молодой человек. Но это не так делается. А как? Ну напишите чек возврата. Ну смотри, ты же Они все равно же без фиксируешь, чека Ну да. правильно? давали-то. Вот, пожалуйста. всё Ну равно чек будем возврата. Потом вы фиксировать. скажете, что она у вас деньги вымогала, правильно? А что от вас можете ожидать? так Мы таким не сказать? занимаемся. Ну Это, как? может быть, вы так придумываете. Мы хорошо, так придумаем, а таким зачем вы не начали собираться, убегать сейчас? Для чего? А мы, вы думаете, от женщины убегаем? Мы От кого? переезжаем. Молодой человек. Куда вы вы переезжаете? покупали, значит, 35 тысяч Сейчас, она можете сказала. показать? А мне она сказала, а вам, 28, как да, вы мерили, за 28 Ты не помнишь, тысяч. кому ты продавал? Я много людей, конечно же, не могу помнить. Заполняйте. Я посмотрю, что там. Чего начали собираться, убегать? Так вам нет, сказал разве по поводу... А, хорошо, а куда ты убежал? Сказали твоим друзьям, они тебе передали по телефону. никто ничего не Ты им передавал. сказал, собирайтесь Мне и никто включите ничего не музыку на передавал. всю громкость, Мне правильно? никто ничего не передавал. Как не передавал? Ну как? Как передавал, только наоборот, не Нет, передавал. так не работает. Передали. Именно так и работает. Потому что передали. Я был свидетелем, что передали. Мне никто ничего не передавал. Ты обманываешь или что? Но Ты, еще раз ты не умеешь говорю, нормально не общаться передавал.
Сообщение, Хорошо, но ты им я давал, сейчас проверю. ты им я давал сейчас установку проверю. включать музыку на всю и собирать вещи отсюда? Это да. Так, Ну. а кто же директор? Мне надо фамилию, отчество, если Там так вот покажу. документы есть, сейчас покажу. Это не тот полицейский? Они говорят, вы сделали заявку в другой полицейский. Куда они уехали, совсем что ли? Я ему говорю, вы можете хотя бы личность установить нападавшего? Они посоветовались, дали мне заяву и уехали. Как еще? Ерунда это все. Поджайв Тажидин. Ну Да. да, непонятно на кого. Да. А что я буду здесь? Пускай я распишусь, вы мне отдадите деньги, я распишусь, деньги получу. Они выходят. Все, забирай. Погоди, подождем сейчас. Сейчас деньги вернут и будем вас выпускать. Что, может, другу ты ему скажешь? Что? Пустил-то. Или что? Не применяет немножко. В смысле, он не применяет силу? Ну-ка. Он просто стоит, вы его давите дверью, и все. В чем дело? Мешает выйти. А вы сбегаете, мне кажется, куда-то. Почему полиции не хотите дождаться? Мешаешь. Что нам надо? Я не мешаю, тут стою спокойно, жду полицию. А, ну все, друга подставляешь, окей. Друга подставляю? В смысле, в Ну, чем? выходи, Паша. С тобой же пришел. Это место совершения преступления. Ага. Все, понятно. А вы правоохранительные органы, да? Нет, мы их вызвали, обратились в полицию. Так, ну вы, то есть, имеете право Что, препятствовать. никто не препятствует, дверь открыта? Открыто, ну-ка. Препятствует, получается, мешает. Мне кажется, это ты ему мешаешь. Я разговариваю. Не могу даже держать нормально. Вот Чего вы именно. закрываете дверь-то? Че, выйти дашь? А сейчас возврат сделайте, мы вас будем выпускать. А мы... Причем здесь возврат и как бы то, что ты мешаешь пройти? А как это То связано? есть я Просто... тоже хочу свои войти как бы. А, ну, заходи. Давай. Ну дайте ему зайти. На себя. Открывайте. Открывай. Вам надо дверь открыть. Нет, в другую сторону. Другую? Вот, да. Так она наоборот закрылась. Мешает. Попробуйте вы, может у вас что-то выйдет из этого. Я не разбираюсь. Ну, выходи, Паша, давай. Оп, Ну так всё, он стоит открыли. ногой держит, ну елки-палки, ну как тут еще? Вот смотрите, вы вдвоем ломаете дверь. Зачем? Мешает выйти, почему? Как он мешает выйти? Мешает выйти. Он не мешает выйти. Получается, мешает. Да не мешает. Получается, мешает. Ну вызовите полицию. Зачем вы вам руки ломаете и ноги? Вот вы вызвали, мы уже как бы... С чего вы взяли, что мы вызвали? Может мы в шутку это? Ну, может, шутка. Может в шутку. Где же написали заявление? Сейчас тогда сбегаю, сниму и принесу вам еще 8 тысяч. Все, ждем тогда возврат. Наличными, как он у вас брал, пусть так и отдает. А куда в сером делся парень с колонкой? Музыку там слушает. Да, сидит. У него, видимо, там... Гипнозится жестко, да. Ну что-то у него там с гипнозом в голове походу. Хотя выйти на улицу Да можно. выходи, конечно. Так вот, пересчитайте самолично. 5. 20. Нет, это 15. А, 15, да? Да. Хорошо вы, значит, еще честный. 15, раз, два, 3, 4, 5, 20, да? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, правильно. И за моральный ущерб еще, наверное, миллионов 10, да, сверху? Ну, может, извинитесь перед человеком за то, что он за вами бегает? Ну, а из кого она бегает? Из-за вас, потому что вы съехали. Это вот, который вы купили, Это да? который я купила. Ну, можно я проверю-то ее? Да, пусть проверит, пусть посмотрит. Достанете вещи свои? Там книжка и очки. Все, больше ничего там вашего? Нет, ничего не должно быть. Так она у меня и лежала дома. А что не понравилось-то? Не понравилось? Она же не 28 тысяч стоит, А вы за сколько купили? за 28. А, значит 28 Это стоит. уступили, потому что я мерила. А так 35. Наша. Конечно. Ваша? Получается, Мне же где-то у никто нас ее не покупали, мог да. подкинуть, правильно? Косте прилетела колонкой в лоб. И было небольшое рассечение. Пока его обрабатывали, наконец-то приехали сотрудники полиции. Ну, сам расскажи. Здравствуйте, вот магазин верхней одежды вот находится тут по скупке в этой. Они разводят пенсионеров, покупают вещи неизвестно где, то есть документацию никакую не предоставили. Мы пришли с потерпевшей, с бабушкой пенсионерской, которые ее обманули и преподносили как это кожа альпаки, ортопедическая, на самом деле это все стоит там 2-3 тысячи. Вот мы вместе пришли, сейчас возврат ей не хотят оформлять никак, то есть приходил сотрудник полиции, после этого они какое-то заявление ей дали на возврат, и в итоге уехал сотрудник полиции куда-то, сказал, что приедете вы. Вот. И в итоге не... Какой сотрудник полиции?
Ну, со звездочками, короче. Один был. приезжал? Он пришел один, но еще водитель был полицейский. Здрасте. Нужен будет участковый, либо следственно-оперативная группа. Вот давайте мы сами разберемся со своими обязанностями, уважаемые. Ага. Мы сейчас сообщаемся с потерпевшим. Да. Я его помощник разберемся. юридический. Хорошо, я рад за вас. Вот Ну помогайте да, и на него сейчас напали 2 человека. Помогайте ему, нам помогать Чем не больше надо. будете лезть, тем медленнее будет дело происходить. Да, просто они сбегают, я хочу вам объяснить. Они собираются и убегают. 3 человека. Один уже убежал, 2 там. Пострадавшая бабушка. Не, ничего, если Да, что, голубая найдут футболка, потерпевшего. Никого не найдут. Двое человек Уже не один раз с задержали. ними связывались. Вроде бы в голубой футболке. В очках, да. Да, в очках. Здесь То есть, находиться. если- Заявление в если отделение что-то полиции произошло писать вот будете, тут. правильно? На месте? На месте. В отделении полиции лучше всего, чтобы сразу же разбирательство. Нет, Чтобы хотим на месте дополнение- подать заявление. Стоп, подождите секунду. Не перебивайте, давайте друг другу слушать, будем воспитанными. Чтобы полностью было разбирательство, тем более вы заявляете о незаконной торговле, то, что они обманывают людей, то есть лучше полное разбирательство происходило, чтобы в отделении полиции, чтобы был процессуалист, то есть оперуполномоченный, правильно? Нет, Сотрудники, неправильно. послушайте, пожалуйста, не перебивайте меня. Процессуалист должен присутствовать на данный момент, потому что вы утверждаете о мошенничестве, о факте мошенничества. Да. Я не утверждаю, я предполагаю. Да, что предполагаете, это соответственно, чтобы эти предположения либо подтвердить, либо развеять, вам нужно с процессуалистом быть, и чтобы процессуалист произвел опрос ваш. Я и совершил осмотр места происшествия. Место Составил, да, протокол. Это делается на месте совершения преступления. По какому ГУАПу? По какому закону? Скажите, пожалуйста. 159 как минимум. 159? Да. Спасибо. 171.1. Подделка маркировки. Мы все это заявление укажем. Есть признаки, есть состав. Люди пытались скрыться. Пострадавшая бабушка там сидит, которой мы сейчас помогли выбить деньги, чтобы ей вернули. А можно На него поинтересоваться, напали. вы кем являетесь? Видео снимаем. Также давай на YouTube ваши снимаем. документы. Тогда Для будьте чего? добры, ваши документы. Для чего? Заявление все укажем. Для не должен Нет, ничего это доставлять. обязано. Старший Да, сержант по полиции первому Близняков, я вам требованию представился. сотрудника полиции. Все, будьте Старший добры. сержант Анатолий полиции меня зовут. Ануфриев. Анатолий меня Ваши зовут. документы. Лицензия, то, что Паспорт, вы журналист, лицензия, пожалуйста, на то, что подтвердите. Ну я сейчас журналист. как обычный человек снимаю все. Мы должны сейчас работать, заниматься этим всем. Да. Так почему Мы вот сейчас не хотим Не, помочь не, человеку, вы мешаете. Мы, Вот да, и всё. все до конца. в отделе будем полиции с как вами ему помогут, общаться. когда они сейчас едут? Объясните, Мы пожалуйста, сейчас возьмем логику. человека, который его ударил, в первую очередь. Почему я спрашиваю? Почему? Кто его ударил? Кто Ага. это сделал? Правильно? Да. Соответственно, он непосредственно участник этого происшествия. Да. Логично? Да. То есть он будет уже находиться в отделении полиции. Соответственно, его также будут опрашивать и узнавать, оперуполномоченный, что он сделал. А другие заберут товары, съедут. Почему другие И заберут предмет товары административного, возможно, уголовного преступления будет никак установлен, они съедут. Потому что там машина сзади стоит, они половину уже сгрузили туда. Зайдите, уточните, вот бабушка там сидит, пообщайтесь с Нет, ней. мне интересно мы с вами не сейчас можем, пообщаться. да, Вы же ваши хотите Она общаться. также заявитель. Я хочу посмотреть ваши документы. Почему? Зачем? Но вы же вмешиваетесь в Давай. процесс. Ты А вы занимаешься как этим, гражданин, юридический вы пойдёмте, вы представитель, укажете. Да. я Вот человек. хочу Потому что это долго, увидеть ваши товарищ документы. Для чего? Возьми камеру, пойдемте вместе сюда. Ладно, пойдемте вместе. Что? Да пойдем, чего? Позвони, пожалуйста, второму наряду. Павлович. Второй наряд, пожалуйста. Да, возьми данные. Да, я здесь буду. Не заходи Давай, один, возьми, что за возьми, цирк вообще? Вот с полицией вам очень повезло, господа, я просто в шоке. Очень вам повезло. Я думаю, вы можете просто уходить с вещами и все. Вам просто максимально повезло. Здравствуйте. ВВД Кузьмич, старший сержант полиции Близняков. Документы ваши, будьте добры, со мной проследуйте. Мобильный телефон, открываем, показываем госуслуги. У всех там находится паспорт, поэтому не уворачиваемся, показываем мне. Вы, пожалуйста, чужие данные не Я записывайте. ничего не записываю. ни в Можете коем с этой случае. стороны встать, если Конечно. хотите записывать процесс. Давайте, показывайте. Мне нужно. молодые люди. Да, я думаю, да. Объясните тоже До ситуацию. конца, да. Ну, чуть-чуть, да. Объясните тоже полицейским ситуацию, Здравствуйте. что произошло. Сейчас, правильно, граждан? Я уже одним объясняла. Ну вот нам надо теперь Нам объяснить. просто Мы не было прибыли здесь. на место. Нам Второй информацию месяц мне надо, да? шлют объяснение. Вот давайте ознакомимся с вашими документами. С вашими документами я до сих пор хочу. А для чего? Я же сказал. Вы присутствовали на месте? Где? Здесь. Не знаю, может быть, и что. Это основание для того, чтобы документы проверить? Да. Нет. Да. Нет. Хорошо, уважаемый. Так, теперь я хочу услышать заявителя. Петрович. Я Я буду, кстати. Не, Что хочешь? не говори дома. Мужчина, 20-25 лет, 185. Вы проходите по ориентировке 13:43. Очень похоже на подозреваемого. Я хочу
требую, законное требование сотрудника полиции, статья 19.3. 19.3 это неповиновение. Это неповиновение. Ну, Если да. вы не покажете свои документы, я применю к вам физическую силу. Ничего себе, И, на основании чего, если у меня нет с собой документов? покажите фото. Фото это является документом? Фото мы пробьем по базе. Вы проходите по ориентировке, в любом Ознакомьте случае меня вы с ориентировкой. будете. Ознакомлю в отделение. Почему в отделении? На У месте меня нужно ее ознакомливать. с собой нету. Как с собой нет? Потому что. Вы это из головы просто придумали? Я ее записал в служебную книжку, а служебная книжка входит в перечень документов, с которыми я заступаю на службу. Эту информацию мне передает ответственный и дежурный, которые заступают на службу. Соответственно, я от вас имею право требовать ваши данные. Сейчас я их передам в дежурную часть. Обязаны ознакомить с ориентировкой. Ознакомлю в дежурной части. Обязаны на месте ознакомить. Обязан ознакомить в дежурной части. Обязаны на месте ознакомить. Я вам номер ориентировки сказал. Позвоните в дежурную часть, уточните. Нет, я не буду. Позвоните в дежурную ничего часть. звонить. Номер дежурной части можно? Звоните в дежурную часть. Позвонить. Ответственно вызывайте. Раз у нас посмотрите. конфликтная ситуация, Нет, пусть ответственно конфликтная приезжает. ситуация только в ГАИ. Я не сотрудник Как понять? ГАИ. У нас кто? нет Сотрудник конфликтной полиции, да. ситуации. Есть конфликтная ситуация. Нет Вы мне угрожаете конфликтной статьей ситуации. 19.3. Нет, Для я вам не чего? угрожаю. Вы Я заявление говорю, меня примете? что будет в случае вашего неповиновения. Я сказал то, что я предоставлю документы, Я говорю ознакомьтесь. ваши документы. Старший сержант полиции Ануфриев по Удостоверение первому можно ваше? требованию. По первому требованию гражданина я предоставляю свои документы. Можете ознакомиться. Ануфьев Алексей Олегович, правильно? Всё. Даже то можно вас проверить, где он? Да, все можно проверить. Почему не на видном месте? Потому что под где бронежилетом должен быть? вот здесь он и должен быть. Ну, если вы хотите, вы меня хотите угрожать, и мне 19.3. Я вам ничем Почему не вас угрожаю, угрожаете? уважаемый. Угрожаете. Уважаемый, я вам ничем не угрожаю. Угрожаете, это угроза. Уважаемый. Вы заявителю угрожаете 19.3. Вам Вы, самому не смешно? вы заявитель. А потом у нас граждане вы не любят полицейских. квалифицируетесь, гражданин. Потом у нас Из граждане заявителя, переходят дорогу, когда видят журналиста, полицейских. юриста и кого И что угодно, дальше? не предоставляя никакие данные А какие сотруднику должен данные полиции, предоставлять? человеку, который приехал вам помочь, Я в первую очередь. пострадавшая. Почему вы так Вот. тоже разговариваете и не претензий обращаете нет. внимания? Послушайте, пожалуйста. Да. Давайте я вам сейчас объясню все. Человек говорит, он заявитель, что он пострадал. Я хочу помочь. Я хочу узнать его Пострадал документы. раз человек. Я хочу Вот. также заявление написать по поводу Вот и я хочу вероятного посмотреть мошенничества. ваши документы. Так в заявлении указано будет мои данные. В чем, Я в чем сейчас проблема? хочу с ними ознакомиться. В чем Для чего? проблема? Просто показать документ. Для чего? Чтобы Основание я должно быть доложил. законное. Законное основание. Я Какое? говорю, вы похожи на человека по ориентировке. номер 3. Права о полиции. О Да. чем мне гласят? 4 Петрович, пункта. да, я Дежурная второй часть? наряд вызову. Вызываю второй наряд, Я, если пожалуйста. что, 19 Права полиции. А подождите. Мы имеем... Подождите, можно не перебивать? А я тогда прокурору напишу, потому что вы Нет, мы угрожаете. ничем не Алло, послушайте, здравствуйте. К нам на адрес приехали А вы сотрудники полиции. Вот мы заявители. Какой адрес здесь, подскажи? Зеленодольская 45, Зеленодольская, 45, корпус 1. И почему-то сотрудники полиции нам угрожают статьей 19.3 и не хотят у нас принимать заявление. Вас хотят Можно принять. попросить ответственного от руководства? Заявление пишите? Нет, нам не дают бланк заявления написать. Дежурная часть Кузьминки, правильно? Здесь место совершения вероятного преступления. Здесь обманули бабушку. Мы хотим написать заявление. Еще раз. Они не дают. Что полиция наша, если бы работала, не было бы мошенников. Ну, сообщите им, почему они. Преступность меньше. Ну, я не знаю, какой у них. Это они устраивают конфликт, не хотят заявление принимать. Я же это не придумываю. Знают свою работу. Всего доброго. Ну, спасибо большое. Немножко туалет. Там выхода нет? Нет, там туалет. А жетон можно ваш видеть? Что, ознакомиться? Вы же хотите с моими данными, Когда правильно? я сниму бронежилет, вы все увидите. А зачем? В чем просто принцип ваш? Объясните, зачем вы так Моего делаете? принципа нет. Уважаемый, Я что-то пришел- плохое сказал? Я пришел помочь вам. Вы просто Помочь меня мешаете. доставить сейчас по 19.3? Вы мне мешаете разобраться в сути дела. Я вам наоборот объясняю, должен- человека ударили по голове, он не может Я сейчас нормально... от этого человека Да, услышал давайте все спокойно всю пообщаемся, ситуацию. без Я конфликта. спокойно Давайте не будем пообщаюсь. разгонять ситуацию. Да. Давайте я сейчас объясню некий момент. Я стучался. Сходите, пожалуйста. Нет, я не хочу в туалет, убеждал, что вы никуда не ушли. Будьте рядом, будьте, пожалуйста, на виду. Сейчас. В чем принципиальность проследования в отделении полиции? Смотрите. Я вам объясню. Можно я? Я же вас не перебиваю. Да, я понял, И, хорошо, пожалуйста, дослушайте меня. Угу. Смотрите. Я разобрался в ситуации сейчас, что произошло с лицом у гражданина. Да. Разобрался. Сейчас
мне нужно, это необходимость. Необходимость, чтобы разбирательство было гораздо быстрее, чтобы был процессуалист на месте, потому что все-таки количество сотрудников органов внутренних дел достаточно ограничено. Соответственно, лучше всего проследовать в отделении полиции, чтобы гражданин написал 2 заявления. Заявление первое о том, что ему нанесли телесные повреждения, то, что наряд скорой помощи мы уже зафиксировали, который оказал ему первую медицинскую помощь, и подтверждает тот факт, что у него гематома над левой бровью, правильно? Да. Они зафиксировали. Номер наряда мы укажем, они тот факт подтвердят. Соответственно, это первый факт заявления. Эти граждане едут с нами, потому что он указывает на них. Верно? Верно. Будет происходить процесс. Ну смотрите, вот этот гражданин... гражданин... Я не закончил. Ладно. Послушайте, пожалуйста. Следующий процесс – это заявление о том, то, что заявляете о факте мошенничества, либо предполагаете, верно? Все верно. Верно. Вот, и все исключительно с ваших слов, как говорится. Соответственно, вот непосредственно заявительница, правильно? В том числе, да. Да, вот как раз таки пострадавшее лицо, верно? Да. То есть нужно непосредственно проследовать в отделении полиции, чтобы пострадавшее лицо опросил оперуполномоченный, чтобы полностью разобрался в данной ситуации. Никто уже не вывезет ничего отсюда, потому что эти граждане, послушайте, эти граждане уже будут находиться в отделении полиции до выяснения обстоятельств. Было 7 человек. Было 7. Подождите, понимаю, 7 человек. На факт нашего прибытия я наблюдаю только 2. Я могу вам предоставить видеозапись. Хорошо, если это будет, если вы посчитаете сами необходимо, приложите видеозапись к вашему заявлению, к разбирательству вместе с оперуполномоченным, вы это приложите, вы ему покажете, вот группа из 7 лиц, которые занимаются нелегальной торговлей, правильно? Да. То есть я посмотрел сейчас документ, я как бы не имею экономического образования, с первого взгляда я могу посмотреть и немножко усомниться в факте их торговли. То есть эти документы непосредственно тоже, они будут находиться у меня лично в руках, я их передам в дежурную часть, чтобы было дальнейшее разбирательство по факту их торговли данной продукции. Но чтобы этот процесс прошел гораздо быстрее, гораздо качественнее, гораздо лучше, нужно проследовать в отделении полиции то, что вы напишете заявление здесь, на месте. Это будет означать то, что сначала с ним через определенное время ознакомится участковый уполномоченный, и только по его решению, направится ли это заявление к оперуполномоченному или нет. То есть поймите суть нашего посыла, пожалуйста. То, что мы хотим вас напрямую связать не через участкового с оперуполномоченным, а чтобы вы лично пообщались и дали свои показания, чтобы он вас опросил, их опросил на факт данного нарушения, на факт данного, то, что вы утверждаете, это гораздо логичнее, гораздо быстрее. То, что вы начинаете эти, так сказать, жаргонно-правовые качели, это только в минус. Этот конфликт никому не нужен в первую очередь, ни нам, ни вам, правильно? И то, что вы хотите выставить, то, что мы не работаем, нелогично. Я наоборот хочу помочь. А помочь в первую очередь, вот уже фигуранты предполагаемые, вы на них можете показать пальцем, это он. Их данные будут зафиксированы, они будут везде уже проходить, и непосредственно факт уже будет закреплен за данными гражданами. В видео вы еще укажете то, что их было не 2, еще 5 человек сверху, правильно? То есть это гораздо качественнее и выгоднее. Вот и все. Это просто с точки зрения логики. Если вы хотите с точки зрения правового регулирования, я могу без проблем дать вам бланк заявления. Я могу доложить дежурную часть, но дежурная часть мне только скажет, данное заявление будет направлено участковому уполномоченному на рассмотрение. Вот и все. То есть от нас зависит, мы сотрудники ППС, мы первая служба, которая приезжает на происшествие. Не процессуализм. Послушайте, я не закончил. То есть требовать что-то от нас, то, что мы печатали, чтобы мы это что-то сделали, мы не принимаем решений. Мы докладываем все в дежурную часть, и дежурная часть уже принимает решение. Я уже предполагаю, что произойдет. Потому что я здесь нахожусь не первый день и не первый год. Поэтому лучший способ я вам назвал. Хотите, могу дать заявление. Вы его можете написать. Принимают сотрудники ППС заявление, сообщают в дежурную часть. В дежурной части им сообщают, что либо приезжает следственно-оперативная группа, либо участковый, потому что здесь, предположительно, уголовная статья подделка маркировки «Честный знак», обязательной маркировки. Также есть люди, пострадавшие, не один человек, их 4. 4 человека, да? 4 человека, да. Вот сейчас, грубо говоря, у нас получилось сделать так, чтобы человеку вернули денежку. И они уже начали собираться. Они начали, частично они вывезли уже весь товар на задний двор. 4 убежало, один пошел с колонкой, не знаю, видно его там или нет, в серой футболке. И караулит возле машины, и часть уже вещей там. Если вы их заберете сейчас в отдел, другой просто придет, откроет ключом, они это погрузят, вы это никак не установите. Вот и все. Видеофиксация никак не устанавливает это все. Всегда происходит осмотр и изымается товар.
Всегда. Смотрите, сейчас при вас. Они занимаются ли этим Роспотребнадзор? Занимается. Просто у нас Роспотребнадзор сейчас не выездной. Это ярмарка однодневка. Они арендуют помещение на несколько дней. То есть в Роспотребнадзор ему нужно написать заявление, они его рассматривают, приезжают, а уже никого нет. Они так и пишут: мы не занимаемся следственной деятельностью, мы не имеем права их разыскивать. Все, никого нет. Хорошо. Мы вас услышали, тогда я вам сейчас задам вопрос. Как вы хотите написать заявление сейчас здесь на месте? Да, давайте мы напишем на месте заявление, по факту заявления вы позвоните в дежурную часть, и они Я уже позвоню в примут, дежурную часть, они примут решение. примут решение, да. Если они не вызывают слуг, ну это будет на их совести, и все. Мы дальше уже будем... Просто к нам вопросов не имеется. Я объяснил К свою вам позицию. нет, я же говорю, Да. к вам просто заявление принять, все. Да. Все. Можно сделать так? Да, без проблем. Вот если заявление пишут в Кого? полиции, сколько Они не времени, поняли. чтобы они должны ответить? Тут я не могу подсказать, я не Ну, процессуалист. есть же, наверное, нормы. Я говорю, я не знаю этого факта. Я сотрудник Второй месяц, ФСС. пока они не отвечают. Был бы я участковым, я вам подсказал бы. Но я не Не, я участковый. ходила в управление полиции, писала заявление, они мне взяли, дали квиточек, взяли. Ждите, мы вам ответим письменно. И уже второй месяц пошел. Вот этот QR-код, правильно? Да, у вас, кстати, вы можете я приложение записывал. скачать и проверить сами, то есть там будет это написано. Я же не обязан этим заниматься, Ну, правильно? это для вашего, то есть вот Я вот только- передам все то, что сослужили деятели, честно. Я вот только вот это вот передам. Да? Алло, слушай. Смотри, сейчас, позиционируешь Вернут этого. напишите заявление. Да ладно, она кажется, пишет. Вам магазин закрывать. Смотри, сейчас принимаю на месте заявление у заявителя вот это по вот двум книга, фактам. это По факту записывается нанесения в телесных посольстве. повреждений Да, и по это факту неправильно. незаконной торговли. Нет, заявление напишите в отделении. Понимаете, гражданин, вас примут заявление. Вы не думайте, что вас сразу виноватым сделают. Вы просто приедете и там напишите. Понимаете, сейчас вся полиция района, вот вся возможная, вот, 4 полицейских, вас напишите там. Эгоистичные мысли слишком. Вы понимаете, сейчас кого-то могут убить, изнасиловать, никто не приедет. 0 человек осталось полицейских в Кузьминке. Еще раз, я вызвал полицию. Как к вам, ваша не вопрос. мать, ваш отец здесь живут? Я вызвал полицию. Я виноват, то есть потому что я вас Вы не вызывал. виноваты. Вот и все. Вас, Значит, вопросов да. нет. Хорошо. Дело ваше, на вашу совесть. Меня совесть голодать не будет. Я выполняю свою работу ровно настолько, насколько мне заплачено. Мне заплачено 78 тысяч. Хотите, пишите заявление здесь, пусть адресов хоть миллион будет, и что угодно происходит. У меня полная видеофиксация, что вы отказываетесь. Это у вас 70-80. Ну, в общем, сейчас, получается, будем ждать участкового. Как-то у них тут свои почему-то регламенты, законы. Ну, вот это хороший заменитель кожи. А как они закрывать будут? Неизвестно. Это уже неизвестно, честно. Я его тут уже не могу подсказать. У меня действительно Придете, показал ваш сломанный ключ. ключик не будет. Ключ-то был же? Был. Ну, они погрузят сейчас и все. А где ключ? Он сломался. Ну, арендодателю звоните, пусть приезжает. У арендодателя всегда ключ есть запасной. Слушай, такой вопрос. Сейчас вот я некоторых участников привожу в отделение полиции для объяснения обстоятельств. Тут один из, так сказать, продавцов. Один из продавцов просит, чтобы я его сопроводил до каршеринга, чтобы он часть того товара, который там находится, занес в помещение и перепарковал в каршеринг. Что? Делаем это? Не делаем. В случае осмотра будете делать? Нет, я не в курсе. Я сейчас привезу 2 заявителей и участника. Ничего не трогают. Все хорошо. Все. Заявление принято. Сейчас на кого заявление указано, также отделение полиции. Сейчас там остаются на своих местах, закрывайте только помещение. То, что машина на парковочном месте. Блокируйте. Ну, в плане она не на парковочном месте. Ну, ДПС Она надо звонить. перекрывает, типа, несколько машин, и я эвакуирую. Я ее потому что не планирую парковать там. Те, кого я указал, проследуют в отделение полиции. На этом закончили. Поэтому закрывайте помещение, пожалуйста. Будьте добры, спустите, он сейчас закроет помещение любым доступным для него образом. Хорошо. Ну, может, на Я автобус думаю, стоит. кажется, зафиксируем сейчас тоже. А где он стоит там? Не могу подсказать, я лично не видел. Даже если бы знал, бы, я, скорее всего, не передал вам эту информацию, честно. Нельзя. Правильно, естественно. Мы не Всё. против. Давайте, вот вы, гражданин,
На вас указали, вы тоже с нами едете. Да, я сейчас доеду Давайте, сам. нет, я вас попросил, чтобы вы с нами. Я Со мной задержан? прошли. Вы не задержаны. Я вас поеду сам, послушайте, пожалуйста, в отделении полиции, чтобы вы дали объяснение, потому что на вас указали в заявлении. Я не могу. Сейчас приеду. Я вас Сам попрошу своим со мной, путем. пожалуйста. Давайте не будем опять Я же не обращаться к задержан. суду. Правильно? Вам это все принципиально настолько. Да, Объяснение. хорошо. А могли бы еще вызвать сотрудника, который может... Я всю информацию передал в дежурную часть и не имею А права через кого-либо вызывать. Я вызвал, я все доложил в дежурную Тогда должен часть. приехать, который должен опечатать. Обязательно. А как На это же? участковый печатает. А есть еще сотрудник, Может, пусть который- они вызовут арендодателя, он ключом закроет и все, вам ключ дадут. Да, потому что дверь открыта, то сейчас приедут, еще Они вот реально эти убежали. 5 человек, Мы которые 3 свидетеля, убежали. что их было 7 человек. А вот это вот было, у него ключ-то. Он А же ключ, он говорит, закрывал. а вы видели сломанный Я ключ? видел фактически сломанный ключ. А как он его сломал вообще? Ты видел, как он его сломал? Я не знаю, я не видел. Сколько ему до дембеля осталось? Видел, как кепку носит? Ну, недолго. Недолго. Я тоже так думаю. Моё Ну просто, заявление. понимаете, мы сейчас это все так отпустим. Будут других они людей также обманывать, вас будут постоянно вызывать. Постоянно будут люди страдать, 10 тысяч заявлений писать. Это Да, моя чтоб я еще раз работа. в Кузьминки вернулся. Ну не работа, а служба, понимаете. Вы же Нет, должны это работа. пресекать, а не наоборот Меня радоваться тому, что вас работа. вызывают. Какая работа? Служба? Я точно так же работаю. Я могу уволиться по таким же. Ну да, но полицейский у нас служит же, правильно, не работает. Нет, я работаю. Вы работаете? Я работаю. Я уже понял, ладно. Он хотел спросить у вас, когда дембель? Это не я спрашивал вообще-то. Дембель это у тех, кто служит как раз. Срочно. Ну мы уже поняли, да, что вы работаете. Я работаю. Зато честно, ребят. Вопросов нет. Можете здесь ожидать. Приедет участковый полномоченный, будет опечатывать помещение. Может, мы ему сразу объясним, что подойдем? Можете сразу объяснение дать. Тогда попрошу вас в данное помещение, пожалуйста. Мы не рядышком входить. постоим, мы Рядом заходить не можете будем, стоять. естественно. Стоять, да. Ага. Все. А по факту вот мелкого хулиганства и 611, это получается, какие нам нужно дальнейшие сделать действия, чтобы их привлекли? Мелкое хулиганство, вам нужно будет приехать, казалось, нецензурно правильно не выражался. Да, конечно, неоднократно. И один, и второй, на второй убежал. Самостоятельно проследовать отделение полиции, предоставить видеоматериалы. Мгм. А 611 это нужно снять Побои. Побои, правильно, в любом травмпункте. Мгм. И чтобы вам сделали выписку и также указали. Справку получить. Они да, далеко у вас здесь? Травмпункт? Не подскажу, честно. Полицейские задержали продавцов, и мы остались ждать участкового. Ну, в общем, что можем сказать? Дверь, получается, открыта. Якобы они сломали ключ. Денежку вам вернули. Все, вы довольны? Все. Сколько мы отмучили с вами? Месяц почти, правильно? Да, но все же. Вы же и другим помогли. А мне прям Ну да. неудобно, хочется вас чем-то Не-не-не, благодарить. мы ничего не берем. Вот так. Я тоже бескорыстная. Отблагодарить можете тем, что просто людям другим советуете и все. Обязательно. Чтобы смотрели и не велись на такие вот Так уловки. все равно будет. Все Ну, равно будет. Кого-то одного спасти тоже неплохо. Хотя бы Ну так. да, С миру да. по нитке, как говорится. Алло? Конец вызова. Там закладки ищут. Одни ищут закладки. Все, пользователь занят. Нас в черный список, что ли, кинули? Просто, ребят, прикиньте, сколько людей. Прям очень много. Ребята ищут закладку, мы ждем полицию. Ну что за район, ребят, Кузьминки? Ну вот что делать? Участковый так и не едет. Это все опасно для жизни, это шутка. Я думаю, они просто в песочницу играются, правильно? Прошло 2 часа, ребят. Никто трубки не берет. Больше всего меня, конечно, поражает, что люди видели, как на Константина нападают. Никто не помог. Просто вот, получается, каршеринг. А они в багажник погрузили. Вот, получается, здесь. И вот они, куртки. Уже звоним просто везде, куда возможно. Только. Многие думают, просто если позвонить по телефону доверенности, то полиция сразу моментально приезжает. Так не работает. Если даже дежурный говорит, что ППС знают как лучше. Вот из того разговора, когда мы звонили, что у нас не хотят заявление принять. Просто трубку никто не берет. Ну вот я не знаю, вот что вот мы должны еще сделать, вот согласитесь. Мы тут стоим 2,5 часа. Да. Мы позвонили везде, куда возможно. Сами мы не можем это не изъять, ничего. Так структура у нас силовые работает. Все как стояло, так и стоит, ребят. Я не знаю, что делать. Вернулись. А чего вас отпустили? Вы им свой размер не говорите, ладно, это мошенник. Почему вас отпустили? Здравствуйте. Вы позвонили на телефон доверия МВД России по городу Москве. Все операторы службы заняты. Пожалуйста, дождитесь ответа. Ну, мы едем, они в тачке говорят.
Тут 2 додика с камерами приехали. Реально? Мне так, ну типа так сказали. А кому они говорили, участковому? Между собой что-то такое у них было. А, половина осталась, Да, больше половины типа, ты вытащил. вот так я чуть-чуть подцепил. Понял. И просто объясняшку сразу взяли и все? Документы сейчас сканировали. И все? Возможно. По итогу участковый так и не приехал. На следующий день точка уже пустовала. Мне кажется, они съехали самостоятельно, и участковый к ним так и не приходил. Ответ по нашему заявлению еще не прислали, но как только мы его получим, опубликуем в моем телеграме. Также там есть бот для обращений и бесплатная инструкция по пресечению деятельности злоумышленников. Ссылочка в описании, либо сканируй QR-код на экране. А кто хочет смотреть ролики без цензуры, тормозов и раньше, чем на ютубе, заходите и подписывайтесь на мой Бусти. Ссылочка снизу. Пишите свое мнение в комментариях, поддержите это видео распространением, так как народное порицание очень сильно помогает от таких злоумышленников. Ставьте палец вверх, и кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. До встречи!